Эта Мазда в темноте вспыхнула как факел. Когда охранники посольства подбежали, заднее стекло в машине было разбито и вовсю горел салон. Атака на российское посольство в Минске. Накануне поздно вечером на его территорию бросили 2 бутылки с коктейлем Молотова. Российский МИД возмущен нападением на посольство России в Беларуси. Об этом. Минск ищет хулиганов, которые забросали посольство России бутылками с горючей смесью. Люди не пострадали, сгорел стоявший во дворе дипмиссии автомобиль. Неизвестные этой ночью подожгли российское посольство в Минске. Ночь на 31 августа 2010 года 2 неизвестных атаковали коктейлями Молотова территорию посольства Российской Федерации в Минске. Одна из бутылок попала в припаркованную на территории посольства машину Mazda-3, в результате чего полностью сгорел салон автомобиля. Прибыла следственная оперативная группа, обнаружила, во-первых, стеклянную бутылку 0,33, ее объем, в ней находились остатки зажигательной смеси, а также обнаружили фрагменты второй бутылки с фитилем. По моей информации, запись видеокамер на периметре велась, и, по-моему, эта информация передана следственным органам. Российская и белорусская стороны тут же обменялись возмущенными заявлениями. Этот ночной поджог расценивается как возмутительный акт, попытка помешать работе дипведомства. Кроме того, российская сторона потребовала проведения быстрого и тщательного расследования и поиска исполнителей и организаторов. В белорусском МИДе ответили почти сразу. Мы с озабоченностью и негодованием восприняли информацию о происшествии у посольства Российской Федерации. Это преступная хулиганская выходка направлена против здравого смысла и белорусско-российских отношений. Мы рассчитываем, что виновные понесут заслуженное суровое наказание в рамках закона. Высказались по этому поводу также и российские политики. Язык не поворачивается назвать его бытовым. Это политическое хулиганство и, безусловно, серьезнейший сигнал в адрес, прежде всего, самих белорусских властей. Им нужно задуматься об этом сигнале, им нужно задуматься о том, какое воздействие на состояние умов и душ в Беларуси оказывают или могут оказывать несбалансированные, резкие высказывания высших белорусских руководителей. Я рассматриваю как акт вандализма, но я не хочу, чтобы это имело последствия. Почему? Потому что без укрепления связей, прежде всего экономических, культурных, социальных, личных, с братской Белоруссией и Украиной у России нет исторических перспектив. Попытка поджечь наше посольство, в любом случае нанести ущерб, это начало предвыборной кампании президента Лукашенко. Может быть, даже не он сам это запрограммировал. Но из его штаба они решили до упора обострить отношения с Россией. Лукашенко, у которого, кстати, в тот день был день рождения, прокомментировал выпады в свою сторону только 2 сентября, не стесняясь в выражениях. Кому это надо было? Нам это надо было в связи с этой, как вы говорите, чередой пропагандистских фильмов, кампаний и так далее. Но уж никак нам не надо было. Тем более белорусскому президенту. Это во вред. Поэтому спихивать на то, что мы знали, это подонки-идиоты. Еще раз подчеркиваю. Нецензурщиной говорю, подонки и идиоты, что мы знали и не предотвратили, потому что нам это не надо было. Но вот этот обвинительный уклон глашатаев Кремля говорит о том, что нашим правоохранительным органам надо очень серьезно посмотреть на этот инцидент в том контексте, что вы сказали. Знаете, атака одна, атака вторая, атака третья в средствах массовой информации, беспрецедентное давление в экономике, не получается. Вы понимаете, наоборот все выходит. Хотели президента наклонить, получилось наоборот. Тем более в России. Надо искать другие методы. Поэтому это интересная версия. И мы ее будем тоже отрабатывать. Скорее всего, им, наверное, надо было этот инцидент, чтобы показать, что видите, какое правительство там или Лукашенко в Беларуси. Чуть ли не сами устроили этот теракт, как они его называют, и подожгли автомобиль российского посольства. Подонки и негодяи. Больше я в этом плане ничего сказать не могу. Это плохо, когда демонстрируется готовность политических кругов к дальнейшей конфронтации. Очень плохо. Все обвинения должны оставаться
межгосударственный закат в процессе переговоров. Почему Лукашенко так нелестно отзывается о бывших союзниках и какие атаки он имеет в виду? Речь идет об информационной борьбе между официальным Минском и Москвой, в ходе которой по российскому телевидению был показан фильм в 4 частях «Крестный батька», последовательно изобличающий белорусского президента как авторитарного правителя и популиста, использующего Россию в своих интересах. Выдержав паузу в 2 дня и подождав, пока дипломатический скандал хорошо разгорится, неожиданно буквально для всех ответственность за данную акцию взяла на себя ранее неизвестная анархистская группа «Друзья свободы». В заявлении, размещенном на сайте белорусской Индимедии, говорится, что данная акция проведена в знак солидарности с химкинскими арестантами Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которые на тот момент уже месяц находились под арестом по подозрению в организации нашумевшей акции администрации Химок против вырубки химкинского леса. Через некоторое время заявление сайта убирает модератор, ссылаясь на недостоверность информации. На сайте в защиту химкинских заключенных появляется заявление о неприемлемости подобных акций солидарности. Белорусские политологи, аналитики и некоторые анархисты также не верили в причастность данной группы к инциденту. Российская амбассада, вокруг стоят видеокамеры. Там есть милицейский пост. І я думаю, що у зв'язку з тим обостренням білорусько-російських дочинень за амбасадою сочаць і іншыя беларускія кампетэнтныя органы. І на гэтым фоне, што з'яўляюцца людзі, якія кідаюць некую бутэльку і збягаюць, і іх не могуць злавіць, ну, прабачце, гэта ўвогуле абсолютно бездапаможнасць беларускіх спецслужб. Это могли быть анархисты, так? Але такой организации, як «Сябры свободы», я просто ніколі нічого не ведаю. С другого боку, это так само может быть провокацией. Это акция политическая, и никакие здесь не будут хулиганы, типа анархистов или каких-нибудь других объединений, поскольку подготовить такую операцию надо иметь смелость, надо иметь конфиденциально, чтобы это все провести. И, как вы поняли, надо уметь вовремя с места происшествия уйти и не быть замеченным. Между тем, 3 сентября одновременно на 5 квартирах проходят обыски. 7 человек задержаны по подозрению в совершении нападения на посольство. Сегодня процессуальный срок задержания, скорее всего, насколько я полагаю, по всем данным, будет им продлен. И они будут проверены, тщательно проверены на возможную причастность к подобным действиям хулиганского характера, которые имели место на территории города Минска ранее. К слову, это не первая анархистская акция подобного рода, что позволяет перезадерживать ребят снова и снова, каждый раз по новому инциденту. 6 сентября происходит нападение на изолятор временного содержания, где содержатся задержанные. В распространенном в интернете заявлении группа «Друзья свободы» требует освободить всех задержанных и берет на себя ответственность за все предыдущие эпизоды. Милиция отрицает факт нападения, но тем не менее возбуждает уголовное дело по статье 339, пункт 2 «Хулиганство». По прошествии 9 суток 5 из 7 задержанных отпускают без предъявления обвинений. Одному из 2 оставшихся под стражей, Александру Францкевичу, 20 сентября предъявляет обвинение в участии в нападении на опорный пункт милиции в Солигорске. При участии дежурного адвоката он признает, что снимал инцидент. Это неизвестность, ночами не спишь, не знаешь, все на нервах. Это ужасно, конечно. С ребятами они готовили еду, раздавали более обездоленным людям. Они ходили в детский дом, покупали подарки, покупали игрушки детям, носили постоянно. Они взяли шефство над одной группой детей-инвалидов. Это просто люди с активной гражданской позицией. Ни в каких таких поджогах, я думаю, никто бы вообще не участвовал. Другого задержанного, Николая Детка, последовательно перезадерживают 7 раз.
каждый раз по новому эпизоду. С 12 по 15 сентября его задерживают по подозрению в хищении 1,5 миллиона рублей в феврале 2010 года. И несмотря на то, что в тот же день были предоставлены документы, доказывающие, что Николай в тот момент находился в другой стране и не мог совершить данного преступления, он остается в ВВС. Становится очевидно, что органы просто тянут время, чтобы повесить на детка хоть что-то. За время его пребывания на ИВС находится несколько свидетелей, которые под давлением КГБ соглашаются свидетельствовать против Николая. Двое из них впоследствии на очных ставках отказываются от своих показаний, но остаются еще двое, на показаниях которых и строится вся доказательная база обвинения. 1 октября Николаю предъявляют обвинение по статье 339, часть 2, хулиганство, в организации акций против совместных белорусско-российских военных учений. Молодой человек своей вины не признает, отрицает свою причастность ко всем эпизодам. В сложности за сентябрь-октябрь 2010 года прошли обыски в нескольких городах Беларуси, допрошено более 50 человек. 17 человек провели от 3 до 9 дней в ВВС. Становится страшно, потому что в следующий день, завтра могу быть я, послезавтра мой друг, послезавтра мой сосед. Акции солидарности с белорусскими политзаключенными прошли в многих городах Беларуси, России и Европы. Самая громкая и смелая акция прошла в самой Белоруссии, когда в Бобруйске было атаковано здание КГБ. По этому делу проходит журналист Бобруйского курьера Евгений Василевич. Ноября по подозрению в нападении на посольство задерживают Максима Беткина. Он признает свою вину и сотрудничает со следствием. 17 ноября задерживают Дениса Быстрика, но через пару дней выпускают, предложив ему хитроумный план. В пятницу 19 ноября на Крестина приехали следователь Ливченко, который ведет дело об акциях анархистов, и те же два оперативных сотрудника ГУБОП, Соколов Вадим и Демьянов. Они забрали меня с изолятора временного содержания, посадили в свою машину, и повезли в сторону центра города. По дороге в ГУБОП, сотрудники спросили у меня, хочу ли я иметь судимость. Я сказал, что, конечно же, я не хочу иметь судимость. Тогда они сказали, что для того, чтобы избежать суда, который они мне могут устроить, и сделать меня обвиняемым по какому-либо из эпизодов, я должен помочь им. Я спросил, в чем должна заключаться эта помощь. Они сказали, что я, как человек, который прожил с Игорем Алиневичем целый год в одной квартире, должен пользоваться его доверием, поэтому они считают, что я тот человек, который должен им помочь в поимке Игоря Алиневича. Я ответил, что даже если бы захотел, не помог бы им, потому что я не поддерживаю контакта ни по электронной почте, ни по скайпу, то есть у меня нету связи с Игорем Алиневичем. На это они мне возразили, что твоя судьба в наших руках, и что сегодня ты там свидетель либо обвиняемый, а завтра ты будешь подсудимый, и мы тебя поместим в СИЗО и так далее. То есть угрожали мне там разными неприятными перспективами. Они сказали, назвали мне имя одной моей знакомой, которая, по их мнению, поддерживал постоянный контакт с Игорем по интернету. И они сказали мне, что я должен встретиться с ней и попытаться у нее выяснить, как можно найти Игоря. То есть они сказали мне, что никого за руку ловить не надо будет, ты просто с ним созвонишься, либо спишься по электронной почте, договоришься о месте встречи, и мы уже сами все сделаем. Дальше Вадим Соколов, сотрудник ГУБОП, сказал мне еще такую вещь, что после того, как они меня отпустят, со мной будут пытаться связаться правозащитники из правозащитного центра «Весна». И он сказал, что если они будут мне звонить, то я должен связаться с Соколовым,
он мне передаст диктофон, и я должен записать содержание разговора с этими правозащитниками, потому что ГУБОП очень интересовался тем, что какую роль играют люди из центра «Весна». В план не входило помогать милиционерам в поимке Игоря Линевича, поэтому я с девушкой, которую они мне называли, не встречался. И когда мы с ними созванивались, просто говорил им, что у меня на данный момент нет никакой информации, она мне ничего не сказала, и Игорь с ней не выходит на связь уже тоже давно. Дальше, в конце ноября, я узнал, что Игорь все-таки был арестован в Москве после того, как он созвонился с Антоном Лаптенком. Все указывает на то, что Антон действовал по такой же схеме, как было предложено действовать мне. Этот план осуществляется 28 декабря, когда в Москве неизвестный похищает Игоря Линевича при попытке встретиться с Антоном Лаптенком, который был одним из задержанных 3 сентября. Только через несколько дней его находят родители. Игорь оказывается в СИЗО КГБ, куда он доставлен в обход всех норм международного права об экстрадиции преступников и обвиняется сразу в нескольких эпизодах, в том числе и в нападении на российское посольство. Игорь признает, что участвовал в антимилитаристском шествии, но уголовным преступлением это не считает. Он сказал, что я должен принять участие в съемках передачи, которая была посвящена деятельности социальных протестных движений в Беларуси, в частности анархистам. Он должен понимать шаткость своего положения юридического, поэтому выхода у меня нет, и я должен помочь им сняться в передаче. На мой вопрос, когда должны произойти съемки и когда мне нужно будет ехать сниматься, он сказал, это нужно будет сделать прямо сейчас, потому что время не терпит, накануне президентские выборы. Я ему сказал, что я все равно не хочу сниматься, там, ни с закрытым лицом, ни с открытым, ни в каком виде, что я отказываюсь сниматься. Он сказал, что давайте не принимай там скоротечных решений, просто все твои друзья снялись, Игорь снялся, Линевич, Максим Веткин снялся. Я ему сказал, что, во-первых, не верю, что они снимались, а во-вторых, что даже если они снимались, то я не вижу для себя смысла там участвовать в этой передаче. Дальше мы пришли в холл телецентра, где нас встретил Юрий Прокопов, где он мне показал видеозапись интервью с Игорем Линевичем, которая была длиной около 20 минут. Но я всю ее не смотрел, видел только отрывки, где Игорь рассказывал про разные течения анархизма в анархизме. Дальше они мне еще показали текстовый файл с якобы интервью Максима Веткина, но я его не читал. Я, вышел из телецентра, поехал домой. По дороге мне начал звонить Вадим Соколов. Он сказал, я тебя понимаю, приезжай завтра в 9 часов с паспортом к нам в здание ГУБОП, мы с тобой спокойно обсудим все вот эти вопросы. Тем же вечером я собрал самые необходимые вещи и покинул территорию Республики Беларусь. Потому что, как я понимал, у меня было всего лишь два варианта. Это сняться в передаче, либо отправиться в тюрьму. 6 декабря на пресс-конференции Лукашенко провозглашает, что все причастные к делу о посольстве мы найдены и прошли тот нейтрализованы. период, когда нас могли ввергнуть в хаос. Сегодня у нас есть все. И нелюбимые кем-то спецслужбы, выполняющие свой долг. И плохая, хорошая милиция, наша милиция, она такая, как мы, я только что сказал. И нормальная армия военная, которая обеспечит нашу безопасность. Мы справимся с любыми выпадами. Мы совсем справимся. И даже нашли тех, кто бутылки в российское посольство кидал. Их нашли. Они признались, как все было, где. Мы просто молчим об этом. Пусть будет стыдно некоторым нашим соседям. 19 декабря, в день выборов, анархисты участвуют в массовой акции протеста против результатов выборов, где также не оставляют без внимания политзаключенных. Алерта! Антифашистов! Лукашенко реагирует на это в своей излюбленной манере. Говорил накануне, что говорили, как говорили, кто тянул, кто с Украины людей вез. 20 анархистов с России приехали, и другие были, мы там их обнаружили, там с нескольких стран люди были. Это не чисто белорусский был вариант. Сценарий один и тот же. Я же вас предупреждал. Если начнется какая-то заварушка, то у нас горючего вещества хватает, чтобы его подбросить. Но я вас тоже предупреждал. Ребята, вы не с тем связались.
я прятаться в подвале не буду. Поэтому давайте на этом закончим. 26 декабря на пресс-конференции министр внутренних дел Беларуси сообщает, что 5 белорусских анархистов обвиняются в нападении на посольство России в Минске. 5 граждан Республики Беларусь арестованы, и 1 гражданин находится в межгосударственном розыске. Все молодые люди принадлежат к анархистскому движению, поясняет он. Кулешов также выразил уверенность в том, что в ближайшее время будет задержан последний участник нападения на российское посольство. Тем не менее, ни о каких задержанных нам больше не известно. За решетку по фиктивным подозрениям. 2 из них уже 3 месяца находятся в застенках. В сентябре и октябре 15 человек провели от 3 до 12 дней в ВВС без предъявления обвинений. Около сотни были подвергнуты допросам, принудительным беседам и обыскам. Менты и комитетчики прошерстили, наверное, все известные им молодежные движения, разыскивая подозреваемых в хулиганстве. На борьбу с политическими хулиганами были брошены все силы Главного управления по борьбе с организованной преступностью и 4-го управления